Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать еще два других варианта гномиков с двумя разными шапками. Итак, приступим. На этот раз вам понадобится выкройка под номером 2. Тело делаем так же, как и в прошлый раз. Это вы можете посмотреть в предыдущем видео. Вот такое тело гномика у меня получилось. Я сделала ему светлые усики и бороду. Теперь приступим к изготовлению шляпы. Вырезаем детали с ветра по выкройке. Теперь сворачиваем нашу деталь, как кулечек для семечек. И проклеиваем ее клеем. Делаем это по всей длине. Вначале я проклеиваю только краешек и скрепляю его биндером, чтобы клей лучше схватился. Дальше наношу еще немного клея. Хвостик подкручиваю и также приклеиваю. Снимаю биндер, и теперь шляпу нужно растянуть. Шляпа нашего гномика должна быть потрепанная временем, растянутая, даже кое-где рваная. Примеряем шляпку на гномика и видим, что все прекрасно подходит. Теперь я хочу сделать заломы на шляпе. Для этого шляпу я выворачиваю, капаю капельку клея, выворачиваю назад и сгибаю верхушку, тем самым придаю ей форму. Теперь выворачиваю шляпу снова, капаю капельку клея чуть ниже и повторяю все то же самое. И третий залом в самом низу. Теперь края шляпы нужно немного подвернуть. Наношу тоненький слой клея на самый край и подворачиваю. И так делаю по всей окружности шляпы. Самое время состарить шляпу еще больше. Делаю надрезы, чтобы казалось, что шляпа рваная.
Теперь набиваем шляпу синтепухом. Чтобы приклеить шляпу к телу, наносим клей по кругу, а также на сам синтепух. Хорошенько прижимаем шляпу и держим пару минут. Почистим гномика от лишних ворсинок. И все, наш прекрасный скандинавский гном готов. Приступим к выкройке под номером 3. Будем делать шляпу с полями, но не простую. Сейчас покажу. Тело делаем так же, как и в предыдущих вариантах. Вот такой смешной, усатый, бородатый гном у меня получился. Даже в крапинку смотрите. Сейчас приступим к шляпе. Нам необходимо вырезать из фетра деталь под названием шляпа, а также деталь под названием поля шляпы. Диаметр этой детали 10,5 см, а внутри нужно сделать отверстие диаметром 5,5 см или немного меньше, так как фетр тянется. Наносим клей на одну из сторон шляпы. И приклеиваем к ней вторую сторону. Неаккуратный край обрезаем. И подклеиваем его, чтобы шов был аккуратный и красивый. Проклеиваем верхушку шляпы. Излишки клея можно отрезать ножницами. Теперь продеваем эту деталь в наш круг. И каждый зубчик приклеиваем по кругу. Вот такая шляпа уже получается. Теперь осталось спрятать этот некрасивый шов. Делать я это буду бечевкой. Приклеиваю ее по кругу. И вот такая чудесная шляпа получается. Остается ее набить. Я буду делать это синтепухом. Набиваю не очень плотно. Нужно, чтобы она просто держала форму. И немного расплющиваю ее. Она должна быть плоской. Теперь примеряю шляпу к нашему гному. Мне кажется, получилось просто замечательно. И остается только ее приклеить. Я наношу клей по кругу и приклеиваю. Хорошо прижимайте шляпу. Можно добавить еще немного клея, для того, чтобы приклеилась она лучше.
И вот он, наш красавец, последний в нашей семье скандинавцев. Поправляем усики. Какие усики? Усища. И отправляем на полочку к остальным собратьям. Маффин, зевни, если тебе понравилось. О, ему понравилось. А вам?